Если ты посмотришь на последние ключевые кадры в конце временной шкалы из тестового файла From Range Expression, ты сможешь увидеть большинство изменений, которые я внес. Конечно, это была одна из главных целей при проведении тестов выражения лица — внести изменения в дизайн лица, чтобы оптимизировать привлекательность и диапазон выражения персонажа. Я могу порекомендовать добавить дополнительную фигурную деталь для всех этих различных исправлений, которые ты делаешь. Если ты посмотришь на стек ключей формы в файле, ты увидишь пару, но в конце концов я объединил их вместе. Так что раньше было намного сложнее работать без разрушения. Постарайся никогда не вносить больших изменений в лицо непосредственно на основе ключа формы или самих форм выражения. Давай просто пройдем наш путь сверху вниз и узнаем, почему я внес эти изменения. Во-первых, это форма бровей. Ты можешь включить первый слой аннотации, чтобы увидеть, что я специально делая эти различные тесты эмоционального выражения. Стало очевидно, что состояние формы бровей по умолчанию должно немного измениться. Брови, по сути, должны были округлить его, и нам не хватает одной из трех частей, той, что ближе к середине лица. Эта новая форма облегчит переход к конкретным выражениям со старой формой. Когда ты поднимаешь брови в растянутом выражении, ты получаешь такую же округлую форму бровей, в то время как сердитое движение вниз приведет к огромному изменению формы. Начинать где-то посередине — это то, чего мы хотим. Округлая форма может выглядеть более привлекательно, но опорная стойка не обязательно должна быть идеально привлекательной. Поэтому она должна быть идеально функциональной для более поздних этапов монтажа и анимации. Изменение, которое я не оживил в огне, заключается в том, что раньше брови были намного выше на лбу. Это вызвало проблемы, так как у них было меньше места для движения вверх, но больше места для движения вниз. У меня и раньше была противоположная проблема с персонажами, когда вы хотите, чтобы они выглядели более сурово, например, придавали им немного характера в позе отдыха. И в итоге брови опускались слишком далеко вниз. Затем, когда ты хочешь, чтобы они выглядели сердитыми, ты обнаруживаешь, что брови не могут идти дальше, так как персонаж уже выглядит немного сердитым. Убедись, что в пульс покоя не вставляешь никакого эмоционального состояния. Это должно быть как можно более нейтрально. Вот где сжатые и растянутые тесты экспрессии могут быть очень полезны. Они сообщают тебе о количестве движений на разных участках лица. Сколько ты можешь растягивать, гнуть или толкать что-то вверх или вниз. Форма глаз тоже немного изменилась. Было определенно важно показать немного больше белого в центре лица. Поэтому я немного расширил форму. Я также заметил, что веки были очень тонкими и ближе к центру лица. Они красивые. Нас практически не существует. Убедись, что у тебя выпуклые веки. Если они слишком тонкие, тогда может быть трудно сделать их визуально выпуклыми или приподнять при определенных выражениях лица. К тому же, как правило, более привлекательно иметь видимые островки. Если ты посмотришь на аннотации, то увидишь линии, которые я нарисовал на льду. Это может быть удобным эмпирическим правилом, чтобы определить, где находится вершина от островков, а также излом формы бровей. Точки на этой линии показывают вершину каждой дуги, или, другими словами, поворотную точку ковчега при переходе в вид сбоку и включении рентгеновского снимка или каркасного режима. Мы видим изменения во внутреннем рту. Я сделал один из них, и я уже упоминал об этом раньше, чтобы стенки рта имели достаточную толщину для ю. Форма. Я понял, когда делал выражение «ты рот», что они были слишком тонкими. И мне также пришлось добавить петлю за петлей, или чтобы иметь достаточно геометрии для работы со всеми выражениями с открытым ртом. Я также скорректировал форму положения и вращения зубов, так как они были немного не в порядке, что выглядело очень тревожно. Не бойся менять или добавлять больше петель или менять пропорции во время работы с клавишами формы. Это немного отбросит тебя назад, так как тебе нужно будет снова посмотреть на каждое выражение,
но тебе просто нужно пройти через них все еще раз, чтобы исправить эти проблемы. И тогда ты получишь гораздо лучший результат. Это то, что ты будешь делать много раз, исправляя проблемы с тестами экспрессии. Попробуй открыть рот, и ты можешь увидеть, что внутренний рот слишком мал. Тогда ты возвращаешься назад и корректируешь его, видишь, как это влияет на все различные выражения, которые ты сделал, и двигаешься дальше, пытаясь найти больше проблем. Иногда у тебя может быть длинная стопка ключей в форме настройки, или ты можешь закончить в конце и захотеть объединить их все. Тогда есть удобная опция «Новая форма из Mix» во всплывающем окне с маленькой стрелкой. Внеси все изменения в клавиши формы. Ты хочешь смешать видимые и нажать эту кнопку, чтобы создать новую фигуру на основе всех из них, которые в данный момент активны и видны. Тогда назови этого нового. Перемести его вверх и удали старые. Для примера, где я использовал этот процесс и чтобы увидеть сравнение до и после. Посмотри на вторую и третью самые популярные коллекции в контуре. В переработанных тестах экспрессии я смешиваю разные формы в любой момент времени. А набор фигур слишком длинный и сложный, с множеством дизайнов. Корректировки и строительные блоки для выражения, основанные на разных областях лица, таких как глаза, подбородок, рот. И это очень сложно. Это очень много в асимметричных анимированных выражениях. Я упростил его до 14 форм, по одной для каждого теста выражения. С этим стало легче справляться, как только я начал анимировать взад и вперед между ними и показывать некоторые хорошие конечные результаты. Так что давай воспользуемся этим как отправной точкой, чтобы поговорить об окончательных изменениях, которые я внес, чтобы представить тесты экспрессии в следующем видео.